Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас 2 марта. И, создавая весеннее настроение, хочу показать, как вяжутся цветочки. Вернее, даже не 2, наверное, а 3. 2 у нас выходит очень интересный мастер-класс по вязанию накидочки. А это цветочки к этому мастер-классу. Вот такие фиалочки. Вяжутся очень просто, смотрятся достаточно красиво и справится любой начинающий. Я пересмотрела очень много видео мастер-классов, у меня еще где-то и были мастер-классы по вязанию цветочков. И на их основе я решила придумать свой цветочек. Оставляем вот такую ниточку, мы будем пришивать к изделию, то есть нам ниточка нужна. Потом будет, да? Вот. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Замыкаем в круг. И наша задача, воздушную петельку сделали, связать в круг 12 столбиков без накида. Это будет наш такой основной петельный набор. И первый ряд. Набираем, считаем 12 столбиков без накида. Конечно, можно связать абсолютно любого цвета. Тут уже ориентируйтесь на ту работу, которую вы будете сами делать. Я решила связать классику, фиолетовый цвет. По привычке прошиваю ниточку, но, конечно, ее нам нужно оставить. Не прошивать всю, чтобы она у нас осталась. И обязательно была, чтобы было удобно прошивать дальше. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Замыкаем в круг, не довязывая до конца. Вставляем желтую ниточку. У меня слонимская пряжа, крючок 2,75. Мне нравится цветовое решение. В слонимской пряже очень много различных оттенков, цветов. И слонимская пряжа очень хорошо ложится в любой узор, в любой рисунок. Что-то у меня тут не хочет ниточка присоединяться. Капризничает. Такое тоже бывает. Провязываем 2 воздушные петельки, затягиваем сиреневую ниточку. И задача такая. В каждый столбик, смотрите, провязываем 1 столбик и 2. Это у нас в начале 2 воздушные петельки, в следующий столбик 2 столбика с одним накидом. Еще раз. 1, 2. И еще раз. 3 столбика мы увеличиваем. 1, 2, 1, 2. Теперь следующий столбик вяжем столбик без накида. Это у нас как один лепесток. Делаем 1 воздушную петельку и в следующий столбик опять 2 столбика. 1, 2 и 1, 2. 1, 2. И еще разочек. 1, 2. Вот. 3, получается, столбика мы удваиваем, а в 4 вяжем столбик без накида и воздушная петля, чтобы начать новый. Новый лепесточек. Опять 1, 2. И еще 1, 2. Цветочков на самом деле очень много, но этот мне понравился. Причем я его придумала сама в ходе вязания. Хотелось что-то просто, быстро и красиво. Вот. И присоединяемся в самое начало. Но вытаскиваем опять сиреневую ниточку
Желтую уже можно будет отрезать, чтобы нам не мешалось. Вот. Вяжем 2 воздушные петельки. И в первую петлю из двойных провязываем столбик и еще один. Теперь наша задача, воздушная петля, столбик сдвоенный, воздушная петля, столбик. В каждый столбик мы вяжем 2 столбика, 2, и между ними воздушную петельку. Вот. И получается очень красивый такой, как волнистый цветочек, и в то же время он не маленький лепесток, а смотрится очень симпатично. В каждый столбик мы провязываем 2, и между ними воздушная петелька. Вот так вот все просто. В каждый столбик 2 столбика, воздушная петля. И вот в том месте, где у нас, смотрите, столбик без накида, мы под него также провязываем столбик без накида. Воздушную петельку сделали, и вот у нас сдвоенный столбик первый, в него начинаем вязать столбик с одним накидом, воздушная петля. Все столбики у нас идут столбики с одним накидом. Мне часто переспрашивают в комментариях, какой столбик я вяжу. Ну, каждую минуту объявлять, какой столбик я вяжу, мне кажется, это не рационально, это как бы утомительно. Я думаю, что когда мы вяжем с вами столбики, это видно, с накидом он идет или без накида. Даже для новичков, я думаю, несложно определиться. Смотрим видео. Видео всегда можно поставить на медленный просмотр и убедиться, какой это у нас столбик, с накидом или без накида. Вот таким образом мы провязываем второй ряд, получается, столбиков. Первый ряд у нас были столбики без накида. Второй ряд у нас чередование шло, так же как и здесь. Всего 3 рядочка. Смотрите, получается уже очень красиво. Воздушную петельку делаем. И сразу вот наш сдвоенный столбик, сразу в этот же столбик мы с вами вяжем столбик и воздушную петельку. И получается очень симпатично. Согласитесь. Вот, что еще? Сейчас я довяжу. И хочу рассказать еще один маленький секретик, нюанс. Именно в этом цветочке. Вот так вот легко очень запоминается цветочек, очень легко вяжется. Сегодня же еще будет мастер-класс по вязанию листочков. Тоже предлагаю посмотреть, не пропустить. Вязание листочков будет очень интересным. Я надеюсь, он вам пригодится. Сегодня в 15 часов выходит второй мастер-класс. Вот. И присоединяемся в самое начало. Таким вот образом. Ниточку отрезаем побольше. Что хотела еще сказать. Так как эти цветы у нас пришивные, то вот эти вот ниточки, вот эти все ниточки, которые у нас остаются, мы их пока не прячем и короткими не делаем. Вот. Они нам все нужны будут для того, чтобы пришить с разных сторон к работе нашей цветочек. Цветочки желательно прогладить через мокрую марь, как я всегда делаю. Вот. Такая красота получается. И что еще хотела сказать. Еще я вот такой цветочек связала. Все то же самое, только начинается с желтого цвета. А так полностью такой же цветочек. Также 12 воздушных, 12 столбиков без накида, 5 петелек воздушных и обвязочка. Вязание очень простое. Можно
связать по отдельности, можно их не собирать. И мне показалось, что вот такой собранный он как бы понаряднее. Но можно и по одному связать. Вот. Также можно связать просто 2 лепесточка. Третий я провязала просто столбиками без накида. Такой вот сдвоенный. Можно провязать желтым цветом, как вариант, любым другим, каким вам понравится, как такая подложка, да, то есть внутренний цветочек, который мы не видим. И тут уже фантазия разыгралась. Вяжем всех цветов, которые вам нравятся. Показывайте мне в Одноклассниках и ВКонтакте. Буду очень рада посмотреть, что у вас получается. Надеюсь, что видеоурок вам будет полезен. Обязательно свяжите цветочки. Это радует, это весна, это наше весеннее настроение. Всем хорошего просмотра, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, потому что впереди еще очень много интересного, чтобы не пропустить. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, и обязательно пишите комментарии. До новых встреч!